Каждая девочка в детстве представляла себя принцессой. Вокруг замок, принц и поющие птицы. Однажды я проснулась от такого сна и поняла, что в жизни они тоже есть. Есть страна замков, где в замках живут, проводят свадьбы, а иногда и уроки. А мы поехали вокруг на машине, чтобы увидеть самые красивые места Бельгии и показать вам. Итак, мы взяли выгодные билеты из страны озер в страну замков. У нас было 3,5 дня, чтобы прокатиться по Бельгии. Я прикреплю в описании карту с местами, которые нам больше всего понравились, включая парковки, когда они необходимы, и некоторые рестораны, которые нам особенно понравились по дороге. Мы приехали в Бельгию. Мне надо учиться говорить на камеру. Еще не доехав до первой точки, мы уже начали восхищаться дорогами и видами, которые здесь находятся. Какие-то, правда, хоббитские домики. Первой нашей остановкой был маленький город Динан во французской части Бельгии. Здесь мы хотели перекусить и зайти в собор, построенный в 8-9 веках. А совсем недалеко от этого городка есть красивый замок Вальзен на краю обрыва. Он был построен в XI веке и сейчас находится в частных руках, так что зайти внутрь не разрешается. Но самый лучший вид на него открывается с другой стороны реки, куда можно попасть. У нас ничего нет. А по пути к следующей точке мы встретили очень красивых лошадей, как и встречали в будущем по дороге. Ты такая хорошая. Такая хорошая. Красивая. А коровы, к нашему удивлению, были очень накачанные. Следующий замок оказался один из самых фотогеничных. В него можно попасть внутрь, как и арендовать, но стоит следить за расписанием на сайте. Мы вот не попали. Замки здесь есть на разный вкус. Одни мы просто проезжали по дороге и даже не собирались в них заходить, а вторые оказывались школой, где дети учатся бесплатно. Здесь у них, например, баскетбольная площадка и дополнительные корпуса. А на машинах приехали родители забирать детей из похода. В конце первого дня удобно остановиться в очень красивом университетском городке Лювен, в котором мы по случайности остановились в конце нашего путешествия и расскажем о нем позже. Замок Борикенцев – это настоящий замок принцессы с высокими башнями, шикарным водяным рвом и дубовым парком с просто бесконечными тропинками. Что интересно, семья, которая построила этот замок в 13 веке, до сих пор им обладает и живет там. Ну и как в выпуску про замки можно обойтись без сказочных троллей, которых можно найти в парке рядом с Антверпеном? На карте парка Дешоли всего 5 троллей, и они настоящие скрытые жемчужины. Самый доброжелательный из них Арвид. Помимо
Троллей в парке есть тропа здоровья, где можно босиком пройтись по разным текстурам вместе с детьми. А до или после парка можно зайти перекусить в Бразовый Мил, который был переделан из церкви, и нам очень понравился интерьер и еда там. Брюссель мы решили оставить на завтра и решили отправиться в исторический город Ген, куда можно зайти на экскурсию в замок. Забронировать время экскурсии и купить билеты можно онлайн, но мы этого не сделали, поэтому у нас еще было время прогуляться по городу до экскурсии и поесть мясные сладости. И как? Я не пробовал такого никогда. Да? Мне эти конфеты очень понравились, они очень похожи на мармеладом внутри с соком. Итак, экскурсия началась, и нам дали своеобразный телефон с динамиком. Мы должны были подходить к экспонату с номером, нажимать его на телефоне, и нам последовательно рассказывали историю этого замка. Но история эта была совсем не про романтику и красивые виды, а про защиту, пытки и как люди выживали в Средневековье. Немного послушав страшных историй, мы снова поехали по дорогам маленьких красивых деревушек Бельгии в сторону замка. И в этом замке была свадьба. Мы решили им не мешать, немножко погуляли по саду и поехали ночевать. На третий день мы поехали в сторону Брюсселя и начали с Атомиума. Это 102-метровый экспонат, который был представлен на Экспо как и Эйфелева башня, только за 30 лет до нее. Песню знала? Да. Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao la mattina. Брюссель очень красивый город, здесь можно послушать, как играют уличные музыканты, поесть шоколадных вафель и очень вкусной картошки фри, но для нас было слишком много людей, поэтому мы отправились в соседний городок Брюве. Мы приехали сюда, потому что в Брюсселе очень высокие цены на жилье, и совершенно не пожалели. Здесь какая-то невероятная атмосфера и очень улыбчивые люди. И даже есть памятник таракану. Последнюю половину дня перед самолетом очень хотелось провести расслабленно, и в нашем последнем замке было очень много места для пикников и прогулок с собаками, чтобы просто насладиться моментом. Что-то капает. Да, дождик начался. Но время не ждет, и уже начался дождик, так что мы двинули дальше. Заехали в еще один заброшенный замок, в котором можно еще часы гулять, но мы совсем не успевали и уже возвращались назад. Бельгия позволила всего за 3,5 дня увидеть такое количество замков и как будто исполнить мечту из снов. До скорых встреч!